Добрый день, друзья! На канале появилась очень интересная цифра – 100 тысяч подписчиков. Это значит, что много новых подписчиков, которые не знают, о чем я рассказываю на своем канале. И сегодня видео для новых подписчиков и для моих постоянных зрителей, которые просят показать и рассказать о том или ином растении, которое было показано год назад, полгода назад, что с ними происходит. Мой канал – это не о болезнях, о реанимациях, о лечениях орхидей, а о том, чтобы не допустить. Болезни случаются по разным причинам, а вот чтобы самим не допустить реанимации, и чтобы не залюбить орхидею так, что ее придется реанимировать и лечить, вот именно об этом, чтобы наши растения и наши любимые орхидеи росли, цвели и только нас радовали. Буквально 2 недели назад было видео о том, как я пересаживала большую орхидею с очень длинными корнями. Вот оттуда много подписчиков, поэтому я хочу вам буквально через 2 недели показать эту орхидею. Когда я ее пересаживала, у нее был маленький цветоносик. И скептиков, конечно, очень много. И цветонос расти не будет, и она у вас сразу погибнет в керамзите. Я рассказываю только свои наблюдения, свой опыт. Мой опыт в выращивании орхидей – это более 18 лет. Даже, наверное, еще чуть-чуть больше, потому что моей первой орхидеи более 18 лет. Я ее иногда показываю, сейчас она выпускает цветонос. Когда зацветет, я всегда обращаю на нее внимание. Это моя самая первая орхидея. Обязательно покажу, когда расцветет. И вот эта орхидея, которую я пересаживала, вот она. Прошло не более 2 недель. Когда я ее пересаживала, цветонос был 3 сантиметра. Сейчас растет цветонос. У орхидеи никаких изменений нет. У нее не опали листики. У нее продолжают расти корни. Сейчас покажу, подниму горшок. Покажу вам. Прекрасно растут корни. Орхидея в хорошем состоянии. Когда зацветет, обязательно покажу. Обязательно. На канале были 2 орхидеи, 2 Лас-Вегаса. Как мы знаем, Лас-Вегас очень капризный сорт. Они были посажены в одном горшке. Я их, наверное, с год назад разделила. Тоже все говорили, а зачем, а как, а почему? Вот мне захотелось их разделить на 2 разных растения. Причем, когда я их расплела им корни, оказалось, что одно растение старое. Было видно по корням, по стволику орхидеи, что одна старше, другая моложе. И я на бирочках написала: одна старая с буквой «С», а одна с буквой «М», молодая. В чем разница? Они не хотели цвести, они наращивали корни, и одна, и другая. Вот так. Нарастили корни. И в горшках есть корни, не буду доставать каждую. Так вот, старая орхидея охотнее выпустила цветонос. Вот он. Охотнее растет цветонос, и, видимо, цветение будет более, наверное, лучшее. А молодая орхидея, она проклюнула цветонос, но что-то с ним у нее не получилось. Она начала растить опять листик. Маленький-маленький показался листик. У нее не видно даже будет в камеру. Я его сама еле-еле вижу. Есть там новый листик. Они абсолютно одинаково подсушивают
старые листики, краешки листиков, растят новые, растят корни. Ну, у кого-то Лас-Вегас погибает. У меня оба этих растения, даже при том, что я расплела все корни, они хорошо растут. Медленно, но растут. Нарастили всего по 4 листика каждая. Недавно покупала новые растения, новые орхидеи. Просили показать вот этот биглип, когда он распустит вторую свою веточку. Вот еще один бутончик остался на этой веточке. Так он распустил все свои цветы. И как же не допустить реанимации? Я не пересаживаю свои орхидеи сразу после покупки. Я даю им, если они распускают бутоны, распустить все бутоны, отцвести. И только после этого они начинают сами в этом же старом своем покупном грунте, в котором они провели год, а то и больше, растить корни. Ну, как называют все архаманы, раскукливать корни. И только после этого, когда растение адаптировалось, когда оно отцвело и начинает сбрасывать бутоны, оно и листики начинает в это время расти, только в тот момент я его пересаживаю. Когда приносите молодое там цветущее растение, начинаете сразу пересаживать, устраивать ему стресс. Об этом очень много видео на канале. И я оставлю ссылочки при покупке моей первой орхидеи, ну не моей, а вашей первой орхидеи, когда вам подарили орхидею, что нужно с ней сделать? Вот досконально я рассказываю, что нужно сделать, чтобы не допустить реанимации этого, чтобы растение не погибло, чтобы его потом не реанимировать, не восстанавливать. Вот показываю вам, вот стоит уже больше, наверное, ну, может быть с месяц, может быть больше. Ничего не происходит. Но здесь действительно ничего не происходит плохого. И цветы распустил, и листья в тургоре, все отлично. Корни не растит. Пока оно цветет, пока орхидея цветет, корни в рост не идут. Закончит распускать все бутончики, остановится, и тогда начнет растить или листик, или корешки. Но это с хорошими корнями. А бывает часто, когда мы покупаем орхидею, она в единственном экземпляре, вот такой мне попался красавец в единственном экземпляре. А у него-то корни плохие. Помните, когда я его показывала первый раз, сказала, корни здесь совсем не очень. Есть гнилые, их сразу видно. И многие, ах, гнилые корни. И сразу пересаживать, сразу убирать торфяной стакан, сразу убирать эти гнилые корни. Вот эти гнилые корни. И их много. Но опять же, орхидея распустила все бутоны, которые у нее были. А у нее было их, по-моему, 4 или 5. Не мешают ей эти гнилые корни. Поливаю я такие орхидеи только по краю горшка. Жду, когда она отцветет, начнет растить корни, и при пересадке с растущими корнями я обязательно уберу эти гнилые корни и опять же торфяной стакан. Многие, ох, торфяной стакан, это зло, сейчас от него погибнет орхидея, надо каким-то образом там его повытаскивать, не доставая орхидеи. Вы все время устраиваете орхидеи стресс, очередной стресс. Поэтому и торфяной стакан я не трогаю. Полив по краю горшка. И только следующий полив, когда просохнут корни. Это когда, я считаю, хорошие случаи. Но бывает, когда мы покупаем орхидею, она в хорошем состоянии, хорошие корни, хорошие листья. Вот вроде все хорошо, и через месяц, через два с орхидеей что-то случается. Она начинает желтеть листья от шеи.
у нее появляются какие-то черные пятна на шее. Ведь и такое бывает. Это не мы с вами виноваты. Это, видимо, какое-то заболевание у орхидеи есть. Поэтому даже в таких случаях, есть у меня такая орхидея, я ее купила себе в прошлом году на день рождения, это был февраль, листья были, ну я не знаю, сантиметров по 30. Это алабастер, я очень хотела этот цветок. И начали листья желтеть от шеи. Большие вот эти. Я сняла один лист и увидела вот здесь мокрые пятна. По шее мокрые пятна. Такие с чернотой. Не стала разбирать орхидею, не стала ничего резать. Я обработала сначала, вот видите, первая обработка идет фундазолом. На листьях появились черные пятна. Видите, внутри листа черные пятна. Черные пятна я обрабатывала фитоловином. Видите, какой искривленный лист. Вот такой искривленный лист означает, что к орхидее было применено очень много стимулирующих веществ, гормонов. И черные пятна. Вот эти черные пятна я обработала неразбавленным фитоловином, намазала кисточкой. Разрастаться они перестали. Ну вот это черное пятно. Сначала была обработка, видите, по верху идет белое. Это разбавленный фундазол до кашицы намазано. И потом через дней 10 я еще обработала все это Максимом и оставила. Потому что в таких ситуациях мы никогда не знаем, от чего орхидея дала эту гниль. Вот это я все купировала, не резала ничего, только сняла листья. И что бы вы думали? Орхидея, ну цветонос я не обрезала, это ее старый цветонос. Орхидея на этом цветоносе сначала пробудила одну почку, вот сюда были цветы, она выпустила одни цветы. Потом, когда это цветение закончилось, я обрезала и думаю, ну, наверное, надо пересаживать. А она пробудила еще 2 почки от этого старого цветоноса. И опять идут новые цветоносы, и скоро опять мы увидим ее цветение. Да, в этом случае можно сказать, да, она цветет, как в последний раз, потому что она умирает, поэтому она цветет. Но пока я не вижу того, что она умирает. Вот когда появилась вот эта гниль, тогда корни, которые она нарастила, вот здесь были, вот они, вот эти корни, она их закуклила. Но после того, как произошла вот эта обработка, была проведена, она опять начала растить и раскукливать корни. Вот пошел корень. Здесь плохо видно, а сейчас попробую вам показать. Вот пошел новый корень расти. Поэтому даже в этой ситуации я стараюсь не трогать орхидею. А если бы я ее вытащила, это опять бы была реанимашка. И не факт, что мне бы удалось ее спасти. Ну и хочу вам показать. Pink Dream был куплен года 2, наверное, назад. Это мультифлора. Мультифлора отличается тем, что она на одном цветоносе выпускает очень много веточек. И вот эти веточки. Здесь веточка, здесь еще 2 веточки. Цветы у нее мелкие. Вот это тоже мультифлорка. Вот видите, цветы у них помельче, чем у стандартов. Ну, одни покрупнее, другие помельче. Вот этой орхидее 2 года. Была точно так же пересажена, когда начался рост корней. Горшок для нее очень мал. Я хотела ее в этом году пересадить в больший горшок, но она выпустила цветонос. И теперь вот эти все корни, вот это все будем ждать, пока она отцветет, и тогда только буду пересаживать. Пересаживаю. Все мои орхидеи растут в керамзите. Многих это удивляет. Но я часто рассказываю, почему я
сажаю в керамзит. За 20 лет я прошла и кору, и ту кору, которую сама собирала и вываривала, и ту кору, которую продавали в магазинах, ее все равно проходилось вываривать. И дошли до самой лучшей коры орхиаты. И выращивала орхидеи просто в воде. То есть я перепробовала все и пришла к тому, что меня очень устраивает вот этот грунт. Мне в нем очень удобно и поливать, и ухаживать, и хорошо растут корни. Не все хорошо относятся к такому грунту и пишут мне: нет, только кора и больше ничего. Вот представьте, что за 20 лет я этого всего перепробовала очень много. Я не просто так сделала, вчера купила первую орхидею, сегодня ее пересадила в керамзит. Это 20 лет, я не могу сказать, что это исследований, но 20 лет опыта выращивания и так, и мох, и кора, и все на свете. Поэтому для меня это на данный момент самый удобный грунт для выращивания орхидей. Может быть, через 3 года еще такое изобретут, о чем мы еще и не знаем. Посмотрим. Но сейчас для меня это очень удобно. Вот такие небольшие рассказы о моих орхидеях. И если подписавшимся новичкам вам интересно узнать дальше, как будут чувствовать себя мои орхидеи и как зацветет весь стеллаж, который находится позади меня, а он буквально весь на цветоносах, оставайтесь с нами. Будем выращивать наши любимые цветы без реанимации. До новых встреч! Увидимся на канале!